Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. У кого же вы в эротических фантазиях? Такой шаловливый снова у нас расклад будет. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. Итак, давайте-ка еще продолжим знакомиться, да, ребят? Поскольку у нас шаловливый расклад, напишите ко мне в комментариях, где вы любите этими шалостями заниматься. Или это просто спальня, или это в ванной, там, я не знаю, на кухне, на столе, под столом, где угодно. Такие у нас будут сегодня шаловливые комментарии, только без приколов, ребята. Мы с вами правду пишем, хорошо? Итак, в каких энергиях вы пребываете? Так, ну у вас сейчас, знаете, вот состояние одиночества, которое очень тесно переплетается вот со злостью на вашу бывшую. Женщина, которая была для вас абсолютнейшим, вот знаете, вот я не знаю, музой, да, вот вашей звездой, осталась в прошлом. Из-за нее вы остались один, вы стали, ну, своего рода отшельником. У кого-то этот период и сейчас еще продолжается, опять же. Кого-то из вас он уже остался в прошлом. Вы уже вроде бы и хотите новую женщину, но все равно вот есть еще осадок и боль утраты. Вот есть вот печаль, это есть злость, да, вот на бывшую женщину. И состояние вот тотального одиночества. Именно потому, что нет сейчас у вас новой женщины. Да, вам очень хочется новую женщину. Да, вы рассчитываете, что и на вашей улице перевернется грузовик с пряниками, да? На вашей улице будет праздник. Так, что еще ваш? Однозначно, ребят, однозначно. Вот она пришла, наша такая вот секс-бомба, так сказать. В вашей жизни появится новая женщина, с которой вот реально перевернется ваш мир. У вас идут кардинальные перемены в жизни. Причем у вас будет, знаете, вот такое вот распутье своего рода. В скором времени у вас будет такой вот период, когда вам нужно будет делать некий выбор. У каждого это будет свой выбор. Куда идти, куда ехать, что менять в своей жизни. Ну, то есть это будет у всех абсолютно по-разному. Вы будете выбирать как будто, вот знаете, две дороги. Знаете, вот как было раньше в сказках, направо пойдешь, коня потеряешь. Ну вот что-то из этого. Будет однозначно вот у вас какой-то очень важный выбор. Причем, смотрите, эта женщина, вот, которая появится в вашей уже новой жизни, это будет женщина намного моложе вас. Скорее всего, блондинка, она проигрывается, интересная, шаловливая такая, темпераментная. Очень такая она, ну, сексуальная, довольно сексуальная. Причем вы будете даже, возможно, немного комплексовать из-за того, что у вас большая разница в возрасте, что вы ее вот именно как мужчина можете не потянуть. Но я имею в виду вот в шалостях, да. Будет немного у вас такое вот сомнение. Так, ну, страстей в вашей жизни, знаете, страстей у вас прибавится. Причем, смотрите, у нас расклад, у кого вы в эротических фантазиях. Сейчас вы с этой женщиной не общаетесь, но вы с ней знакомы. Так, давайте-ка уточним, где вы знакомы, где вы пересекались. Вот я вам скажу, эта женщина, вот она где-то живет возле вас, недалеко. Вот сейчас вы с ней еще так общаетесь, ну, постольку, поскольку. Это может быть соседка, это может быть, ну, не обязательно живет, да, это я так сказала. Ну, то есть она где-то возле вас обитает. Это может быть и коллега, это может быть соседка, там какая-то знакомая, с которой вы периодически пересекаетесь. Причем она очень нравится мужчинам. Вы в свое время вы тоже отметили, вот как мужчина ее, что она интересная женщина. Но это было всего лишь так, мысленно, да, вот
Опять же, вы с ней могли пересекаться даже на каких-то праздниках, да, вот какие-то застолья, там какие-то отмечания праздников, вот эти все тусовки были, да. Причем, когда вы тогда с ней пересекались, вам было довольно грустно, вот у вас было такое вот, ну, я бы сказала, ну как, упадническое, что ли, настроение. Она вас могла пожалеть, она, ну, это я так уже, да, утрирую, может быть, немного. Вот у вас с ней либо же такой разговор был, да, что вот она вас и пожалела, она вас поддержала, да, вот, то есть в тот период, когда вам было плохо, вот во время этого даже вот застолья, либо же это могло быть даже не обязательно, вот именно во время застолья вам было плохо, грустно и печально, я имею в виду, да, без настроения. Вот все равно она пыталась вас вот взбодрить, как-то вот вселить какую-то надежду, да, вот идет информация, что этот человек, ну, этот человек станет и в дальнейшем для вас такой надежной опорой. Вот она надежное, хрупкое, но надежное плечо. Поэтому смотрите, что получается. Вы с ней-то пересекались, но она вот, ну, положила свой глаз на вас. Да, вам было плохо, вы особо не обратили. Да, вы отметили, что, простите, вы отметили, что она симпатичная, да, но вам тогда было не до романов, а она-то вас запомнила, да, тем более, что вы обитаете рядом, вы ей как мужчина понравились. И знаете, вот ваш роман начнется настолько вот как-то спонтанно, вот начнется, вообще вы даже, вот знаете как, вы даже не подозреваете, что с этой женщиной у вас может начаться роман, но он начнется. Вот вы ее как-то вот общаетесь и воспринимаете, ну так, ну хорошая знакомая, либо там, я не знаю, соседка, коллега, да. То есть ничего особенного, ну просто симпатичная знакомая женщина. Но она-то вас заприметила. Как раз у этой дамочки эротические фантазии по поводу вас. Она очень страстная, как я говорила уже. Она любительница экспериментов, она очень активная. Вот такие дамы, они даже вот в интиме, они любят эксперименты. Они любят всегда и везде. У них никогда не болит голова. Такие женщины, знаете, они готовы, как пионер, всегда готов. То есть с ней вы точно не соскучитесь. Это будет сначала очень такое вот у вас такой, я даже не знаю, какое слово умопомрачительный роман. Вот, подобрала. Так, что самое интересное, когда у вас завяжутся эти отношения, еще одна дама будет подбивать к вам клинья. У вас получится так, и блондинка, и брюнетка будут хотеть вас, причем обе. Но мы сейчас не будем эти ля-труа, да, вот эти все шалости, мы это все не будем, да. Мы же как бы порядочные, да. Так, настроение хорошее, расклад тоже хороший, будущее еще лучше. Смотрите, давайте-ка посмотрим, все-таки к чему приведут эти отношения. Посмотрите, это человек вообще судьбоносный. У нас колесо фортуны выпало, да? То есть дама, которая сейчас вот с вами общается, ну так, поскольку-постольку, да? Которая положила на вас глаз, с которой у вас будет умопомрачительный роман, причем который может перейти уже в серьезные отношения. Это реально вот по колесу фортуны, это судьбоносное такое вот, ну, знакомство это не знакомство, потому что вы знакомы уже, да. Ну, роман будет довольно судьбоносный. Отношения, которые вот могут у вас быть с ней, в которые роман может перейти, да. Поэтому смотрите. Очень такая необычная дама, очень страстная, очень темпераментная. Это абсолютно не женщина, которая любит позу бревно, там Ленин в мавзолее и так далее. Да, вот спящая красавица еще есть. Поэтому вам, видите, сколько интересных позиций вам можете предложить своим девочкам, да, вот. Иногда я тоже люблю пошалить, да.
Вот, поэтому, смотрите, это такой период будет, о котором вот вы забыли уже, наверное, что вот так бывает, вот именно вот в интимном плане. Вот вы забыли какие-то страсти, вы забыли, как можно, я не знаю, там, дурачиться, приставать, вот именно в этом плане. Как можно вот реально, как в 20 лет, чудить, шалить, да, когда можно там, я не знаю, в душ внезапно залезать к любимой женщине, да, ну, то есть вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Ребята, держите себя в руках, а то я знаю, что после таких раскладов некоторые пишут мне, что еле держат себя в руках. Держите себя в руках. И своего младшего друга тоже держите в руках, чтобы он там был спокоен. Вот. Поэтому, знаете, вот я за вас искренне рада. Вот у меня самой сегодня такое классное, суперское настроение, поэтому решила и такой шаловливый вот расклад сделать. Вы тоже их любите, я знаю. Поэтому готовьтесь, потому что это будет женщина, у которой не болит голова, которая любит экспериментировать, которая готова всегда и везде. Но опять же, держите ухо востро, потому что от таких женщин идет такая сумасшедшая сексуальная энергия. Они, знаете, вот источают прям, ну, как будто вот флюиды, да, вот такой вот свой неуловимый какой-то запах, да, казалось бы, вот не слышно его, но есть вот именно вот эти вот флюиды эротические, которые улавливают другие мужчины. Поэтому держите ухо востро. Дамочка очень темпераментная, очень классная, причем моложе вас, намного моложе вас. Так что готовьтесь, тренируйтесь, смотрите разные видео. Вы понимаете, какого характера, чем ее можно удивить, где и как можно пошалить. Потому что, чтобы это не было для вас чем-то таким экстраординальным, да, чтобы, знаете, вот на самом деле это настолько здорово, когда у людей вот в паре, когда есть не только вот душевное родство, но есть и какая-то вот интимная совместимость, да? Потому что это очень важно, потому что интим стоит в отношениях на втором месте после душевного родства. Если здесь не состыковка, то, конечно, начинаются проблемы и неудовлетворенность вообще в отношениях. Поэтому довольно важно вот найти партнера, и это очень здорово, если встречается партнер, который подходит вам и по темпераменту. Партнер, с которым можно экспериментировать, с которым можно говорить и в том числе на эту тему, да. Потому что, ну, далеко не все люди и далеко не все женщины, да, вот в данном случае могут спокойно разговаривать вот на эту тему с мужчиной, говорить о каких-то своих хотелках, о своих желаниях, предпочтениях, да. Я думаю, вы тоже ну, знакомы с этим. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет, что вот женщина особо не говорит, что ей нравится в интиме, да, как она любит, что она любит, да. А потом начинаются проблемы. Ну, мужчина, да, мужчина опытный может, в принципе, определить по каким-то реакциям, там, по стонам, по движениям и так далее, что женщине нравится, что нет. Ну, есть же такие уникумы, которые лежат как партизаны, да, вот женщины, и не произносят вообще ни звука, не шелохнутся. Но это, конечно, трэш. Я, конечно, искренне сочувствую таким мужчинам. Жить с дамой, которая вот любит позу бревно, это, конечно, проблематично и ни к чему хорошему не приведет. Поэтому тренируйтесь, готовьтесь, закаляйтесь. Закаляйте свою выносливость, да, потому что вас ждут великие времена и великая дамочка, которая покажет вам все азы интима. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!